Дорогие девочки, всем привет! Это мастер-класс по вязанию сумки из шнура. Вот такая большая сумка шопер у нас получится. Использовать я буду хлопковый шнур Алтын, цвет пепел розы. Мне понадобится 4 моточка по 100 метров, магнитная кнопочка пришивная и ткань для подкладки. Вот такую сумочку мы будем с вами вязать на мастер-классе. Шнуры для вязание сумки можно приобрести у нас на сайте Нитка KZ. У нас очень большой ассортимент шнуров, акриловых, хлопковых, с люрексом и без, более 20 цветов. Приятного вязания! Начинаем вязание сумочки. Вначале делаем колечко амигуруми, вводим крючок в колечко, придерживаем его, провязываем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3 и вяжем 11 столбиков с накидом. Накид, вводим крючок в колечко и провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последняя петелька 11. Связали 11 столбиков и вместе с первыми 3 воздушными петельками у нас здесь получается 12 петель. Теперь затягиваем, тянем за оставшийся кончик, и петли стягиваются в кольцо. Завершаем первый ряд, соединяем первую и последнюю петли, вводим крючок в третью воздушную петлю в начале ряда и провязываем соединительный столбик. Далее вяжем второй ряд, делаем в начале 3 воздушные петельки для подъема второго ряда. Это же у нас будет первым столбиком во втором ряду. Теперь из 12 петель нам нужно сделать с вами 24. То есть в каждую из петель предыдущего ряда мы вяжем двойную. Здесь в первую петельку мы с вами уже связали первый столбик. Делаем накид, вводим крючок в это же основание и провязываем столбик с накидом. Получается здесь у нас двойная петелька. Продолжаем дальше. В следующую петельку тоже вяжем двойную. Вводим крючок только под основные петли, вот под косичку, и провязываем столбик с накидом. Теперь делаем к нему пару накид и теперь вводим крючок в эту же петлю, в это же основание и провязываем еще одну петельку. Получается у нас здесь двойная, здесь двойная, здесь двойная. И так продолжаем вязать до конца ряда, и у нас получается из 12 24 петельки. Продолжаем дальше самостоятельно. Итак, связали последнюю двойную в последнюю петельку. Итого у нас здесь получается 24 петли. Теперь делаем соединение ряда, отсчитываем третью воздушную петельку в начале ряда, соединяем в нее соединительным столбиком и далее делаем 3 воздушных петли для третьего ряда. Если у вас вот здесь немножко полотно стягивается, можно его вот так пальчиками растянуть, придать ему правильную круглую форму. И получается плоский круг. Продолжаем вязание. Теперь у нас 24 петельки, нам нужно сделать 36. То есть в каждом ряду прибавляем по 12 петель. Теперь мы вяжем в первую петлю двойную, вторую одинарную. Как это делать, я сейчас покажу. Вот мы с вами связали уже первую петельку. Теперь делаем накид, вводим крючок в это же основание, провязываем столбик с накидом. Получается здесь двойная петля. И в следующую петельку провязываем одинарную петельку. Получается у нас вот такой раппорт. Двойная, одинарная. Продолжаем так вязать. В следующую тоже вяжем двойную. Двойная и затем одинарная петля. И теперь так продолжаем до конца ряда. Чередуем 1 двойная, 1 одинарная. Итого у нас должно получиться в третьем ряду 36 петель. Закончила вязание третьего ряда, 36 петель, делаю соединение. Провязываю 3 петельки для четвертого ряда, слегка выравниваю круг. И вот у нас в третьем
ряду получилось 36 петель. В четвертом у нас должно уже получиться 48 петель. Здесь мы с вами чередуем двойная, 2 одинарные. В первую вяжем двойную, вводим крючок в основание первой петельки, провязываем к ней пару, получается двойная петелька. Далее вяжем 2 одинарные, 1, и в следующую тоже 1. Получается двойная, 2 одинарные. Далее опять двойная и 2 одинарные петельки. Итак, чередуем с вами до конца ряда. Двойная, 2 одинарные. Получаем 48 петелек в четвертом ряду. Закончила четвертый ряд. Делаю соединение. Связали 48 петель. Выравниваем круг. Вяжем далее пятый ряд. В пятом ряду мы уже чередуем двойная и 3 одинарные петли. 1, 2, 3. Опять вяжем двойную. 3 одинарные. 1, 2, 3. Продолжаем до конца ряда, и у нас получается в пятом ряду должно получиться 60 петель. Закончила пятый ряд, 60 петель, сделала соединение, 3 петельки для подъема следующего ряда. В шестом ряду вяжем с вами двойную и затем 4 одинарные. 1, 2, 3, 4. Далее опять двойная. И 4 одинарные. И так продолжаем, чередуем до конца ряда. Двойная, 4 одинарные. Должно получиться у нас 72 петли. Закончили вязание шестого ряда. У нас получается 72 петельки. Далее вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду мы тоже вначале делаем двойную петельку. И затем вяжем 4 одинарные. Нет, 4 у нас уже было. И далее вяжем 5 одинарных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять двойная. 1, 2 в это же основание, двойная петелька и 5 одинарных. И так чередуем до конца ряда. Двойная, 5 одинарных. И получается у нас в конце ряда 84 петельки. Закончили вязание седьмого ряда. Получается у нас здесь 84 петельки. Теперь восьмой ряд мы вяжем без прибавок. То есть 84 петли, как они у нас есть, мы провязываем просто столбиковыми с накидом. Здесь у нас уже первая петелька связана. Вводим крючок под следующую петлю и провязываем столбиком с накидом. Делаем накид, в следующую петельку тоже провязываем одинарную. И так продолжаем до конца ряда, 84 петельки. Закончила вязание восьмого ряда. И вот у меня уже поднялись стенки сумки, так как этот ряд я делала без прибавок. И теперь девятый ряд вяжем. Здесь мы делаем последние прибавочки. Вначале вяжем двойную петельку. В основании первой петли вяжем к ней пару. Далее мы вяжем 6 одинарных петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Связали 6 петелек. И далее опять вяжем двойную. И 6 одинарных петелек. Итого у нас должно получиться в конце 96 петель. Это будет наш последний ряд с прибавками. Закончила вязание 9 ряда. Получается 96 петель. Сделала прибавки через двойные по 6 одинарных петель. Между всеми двойными по 6 одинарных петель. Итак, давайте измерим наш круг. По размеру он у нас получается, диаметр его примерно 23 сантиметра у меня. У вас могут быть другие размеры, потому что все зависит от того материала, который вы используете, от толщины крючка и от вашего почерка вязания, насколько туго или слабо вы вяжете. Вот такой у нас получается донышко сумки, состоящее из 96 петель. И далее мы с вами вяжем без прибавок по 96 петель в каждом ряду, еще 15 рядов. Делаем точно такие же соединения в начале и в конце ряда. Вяжем просто вверх, получается у нас такая длинная труба. 15 рядов столбиками с накидом. Начала вязать 15 рядов. Измеряю, получается примерно у нас вот последний ряд прибавок. Вот он находится. И вот от него следующие 15 рядов примерно 23 сантиметра. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По ширине у нас получается 39 сантиметров. И здесь я сделала сразу разметки для вязания ручек. Для ручек нам нужно разделить сумку на 4 части. Каждая часть состоит из 24 петель. Можно сразу считать парами. Начинаем счет вот отсюда. Вот эти 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 петельки. И на следующую петельку, то есть на 25-ю, мы ставим маркер. И отсюда мы уже начинаем новый отсчет. Здесь тоже 24 петельки отсчитали и на следующую поставили маркер. Итак, мы с вами ставим 3 маркера, вообще 4 ручки, но первая ручка у нас будет идти от начала ряда. Здесь у нас и так понятно, здесь у нас крючок стоит. Здесь будет вторая ручка, третья и четвертая по 24 петельки. Всего 96 петель делим на 4 части. И теперь мы начинаем вязать первую ручку. Здесь у нас идет еще рабочая нить. Далее мы будем для других ручек мы уже будем привязывать новую рабочую нить. Здесь нам нужно, как всегда, поднять 3 воздушные петельки, вернее 2 петельки. Не 3, а 2 петельки для следующего ряда. И далее вяжем опять столбиками с накидом. В следующую петельку вводим крючок. От начала ряда вот мы сделали соединение, в следующую петельку вводим крючок, провязываем столбик с накидом. И всего нам нужно с вами связать 20. И всего нам с вами нужно будет связать 19 столбиков. Вот первый мы уже связали. Далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и последний 19. Далее нам нужно будет сделать еще 2 столбика с накидом, но у них будет общая вершина. Это будет убавка. Вяжем 1 столбик не до конца.
Оставляем его недовязанным. Вяжем следующий столбик, следующую петельку. Теперь у нас на крючке 3 петельки, провязываем одной, переворачиваем. Но прежде давайте посмотрим. Вот это у нас первый ряд ручки. Здесь у нас получается, если считать все петли вместе с самой первой, которая состоит из столбика воздушных петель, их должно у нас получиться 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Но у нас первая петелька это у нас 3 воздушные петли. И 2 последние петельки мы сделали убавку. Поэтому без убавок получается 19 петель. И вот эти петли по краям. Теперь здесь мы не делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем. И, кстати, вот здесь до маркера у нас должны остаться не провязанными 2 петельки. Переворачиваем. И теперь сразу вводим крючок в первую основную петлю. И провязываем столбик без накида. Затем одну воздушную петельку. Делаем накид. В следующую петлю провязываем столбик с накидом. И теперь смотрим до конца ряда. 17 столбиков. Первый мы с вами уже связали. Продолжаем вязание. 1 связали. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Провязали 17 столбиков. И в конце мы делаем убавку. 2 петельки, 2 столбика вяжем вместе. Смотрите, здесь у нас вот как раз остались 2 петельки. Вводим крючок в первую петельку, провязываем не до конца. Далее делаем накид. Вторую петельку тоже провязываем не до конца. И затем мы провязываем их одной петлей. Итак, если считать по основным петлям, не считая вот эту первую вот эту петельку, начинаем считать только от верхушки столбика, то у нас должно получиться 18 петель. Давайте вместе посчитаем. Эту петельку мы не считаем. Начинаем вот отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Получается 18 петелек у нас верхушка. Теперь переворачиваем. Здесь воздушную петельку не делаем. Перевернули. Вяжем третий ряд ручки. Вводим крючок сразу под первую основную петельку. И провязываем столбик без накида. Затем одну воздушную петельку. 15 столбиков. Делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Связали 15 петелек. И далее у нас остается 2 петельки не провязанные. Вот эту первую петлю из предыдущего ряда, где у нас был столбик без накида и одна воздушная петля, мы ее не считаем. Остается 2 столбика не провязанных, на них мы делаем убавку. Провязываем их. Итого у нас здесь должно по основным петлям, верхушкам, получиться
16 петель. Первую петельку мы не считаем, начиная со следующей петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петелек. Переворачиваем, нитку оставляем за работой. И далее вяжем 4-й ряд ручки. В 4-м ряду вводим крючок сразу под основную петлю, провязываем столбик без накида, одну воздушную петельку. Далее делаем накид и вяжем 13 столбиков до следующих убавок. Давайте свяжем самостоятельно. Закончили, связали 13 столбиков. И здесь у нас, если не считать вот эту первую петлю предыдущего ряда, остается 2 петельки не провязанные. В них мы делаем убавку. И теперь у нас по основным петлям получается здесь 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петелек. Переворачиваем. Вяжем 5-й ряд убавки, 5-й ряд ручки, и в нем тоже будем делать убавки. В первую петельку провязываем столбик без накида, воздушную петельку, и далее вяжем с вами 11 столбиков без 11 столбиков с накидом до следующей убавки. Закончили, связали 11 столбиков. Здесь у нас остаются 2 петельки не провязанные, в них делаем убавку. Итак, теперь у нас здесь по верхушкам петель должно получиться 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получается 12 петелек. Переворачиваем, вяжем 6-й ряд ручки. В 6-м ряду провязываем в первую петельку столбик без накида, воздушную петлю. Далее провязываем 9 столбиков до убавки и в конце делаем одну убавочку. Закончили, связали 9 столбиков, сделали одну убавку. Итого у нас здесь должно получиться по верхушкам петель 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее вяжем 7-й ряд ручки. В 7-м ряду мы провязываем с вами 7 столбиков и в конце делаем одну убавку. Закончили, связали 7 столбиков, одну убавку, итого должно получиться поверху 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переворачиваем. Вяжем 8-й ряд ручки. Вначале делаем столбик без накида, воздушную петлю. Далее вяжем 5 столбиков и одну убавку. Закончили 8-й ряд, связали 5 столбиков, сделали одну убавку, и поверх у нас должно получиться 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваем. И теперь мы вяжем последний ряд с убавочками. Вначале провязываем столбик без накида, воздушную петлю. Далее вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и делаем одну убавку. И получается у нас здесь 3 столбика, 1 убавка, сверху 4 петли. 1, 2, 3, 4. Все, теперь мы все время будем вязать по 4 петли. Всего 12 рядов по 4 петли. Сейчас я покажу, как мы это будем делать. Точно так же здесь в конце воздушную петельку мы не делаем. Переворачиваем, вводим крючок сразу под основную петлю, провязываем столбик без накида, воздушную петельку и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Итого получается у нас 4 петельки. Считаем вот эту как первую петлю. 1, 2, 3, 4. Теперь переворачиваем и то же самое делаем с противоположной стороны. В следующем ряду тоже столбик без накида, воздушная петля и 3 столбика с накидом. 1, 2 и последний 3 столбик мы вяжем вот сюда, в нашу воздушную петлю из предыдущего ряда. Аккуратно вводим крючок и провязываем ее.
Итого я уже связала 2 из 12 рядов без убавок и прибавок. Это уже просто длинная ручка. Всего вяжем таких 12 рядов. Итак, вот я закончила вязать одну из ручек. Связала 9 рядов с убавками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили мы с вами на количестве петель 4 столбика. И далее связали еще 12 рядов по 4 петельки в каждом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов. Теперь давайте измерим длину ручки, но это ее не истинная длина, то есть это половина, и это еще не истинная длина, потому что в процессе ношения она немножко вытянется. Примерно ручка получается длиной 31 сантиметр. И еще учитывая то, что это будет верх середины ручки, то есть с противоположной стороны мы свяжем вторую ручку и потом вместе их сверху соединим. Здесь то получается длина где-то 62 сантиметра, и она еще немножко растянется. Теперь ниточку отрезаем, можно оставить немножко кончик подлиннее, сантиметров 15-20, и просто вот так вытягиваем аккуратно. Все. И теперь таким же образом мы вяжем с вами еще 3 ручки, у нас их всего 4. Здесь у нас по окончании вязания ручки осталось 2 непровязанные петельки, мы их не трогаем. А начинаем вязание от следующего маркера на следующие 22 петли. То есть первый ряд это у нас 22 петли. И в конце у нас тоже должно остаться непровязанные 2 петельки. И так далее продолжаем. И вот такой еще важный момент, я уже убрала здесь маркер. При вязании следующих ручек мы берем уже новую нить. Оставляем кончик нити примерно сантиметров 5 и аккуратно ввязываем его в ручку. То есть придерживаем вот так вдоль ряда. Делаем вначале 2 воздушные петельки. И далее вяжем уже столбиками с накидом. А ниточку придерживаем и провязываем внутри петельки. Вот она у нас проходит внутри петелек. Так полностью пока вот этот кончик нити 5 сантиметров не провяжется внутри петелек. Придерживаем его вот так, немножко подтягиваем. И получается, что мы одновременно и вяжем, и ниточку прячем. Вот кончик нити. И вот так он у нас провязался внутри ряда. И далее продолжаем вязание. Вот мы с вами закончили вязать все 4 ручки. Кончики я отрезала. И теперь нам нужно их попарно соединить между собой. Для этого смотрим в первую очередь, где у нас идет шовчик. Вот это наше начало ряда. Шовчик у нас должен будет оказаться на линии сгиба. То есть не посередине сумки, а на линии, на краю. И для этого мы вот ручку, которая у нас идет сразу от начала ряда, от шовчика, соединяем со следующей ручкой. Приставляем их друг к другу изнаночными сторонами. То есть вот так у нас идет лицевая сторона. Берем ручки и вот так как друг к другу приставляем изнанками. Теперь правый кончик нам понадобится для того, чтобы присоединить 2 ручки друг к другу. Ввожу крючок вот так под одну из петелек с краю. И с этой стороны захватываю петельку. Вот у нас идет столбик без накида и следующая воздушная петля. Под воздушную петлю ввожу. И просто прошиваю ниточкой. Далее можно закрепить это место. Еще раз делаю один стежок. И далее продолжаем. Уже у нас осталось еще 3 петли. У нас же по 4 петельки на каждой ручке. И вот под основные петли мы прошиваем оставшиеся 3 петельки. Вот здесь в конце ввожу крючок под воздушную петлю в начале ряда. А здесь ввожу крючок вот сюда под нижнюю петельку столбика с накидом. И в конце тоже делаем 2 стежка для того, чтобы хорошенько закрепить шовчик. И у нас получается вот такие стежки. Ручку мы пришили. Теперь
Кончики нити можно аккуратно продеть между петлями последних рядов. Вводим крючок между петельками, захватываем кончики нити и протягиваем их. Одну ниточку в одну сторону, теперь давайте в другую сторону еще тоже закрепим. В следующем ряду продеваем крючок, захватываем кончик нити и протягиваем на противоположную сторону. Вот так. И кончик отрезаем. И то же самое делаем с другим кончиком нити, только в другой ручке через 2 ряда. Далее соединяем точно так же, приставляем изнаночными сторонами друг к другу 2 другие ручки и тоже прошиваем их с помощью крючка и кончики нити прячем. Вот мы с вами закончили вязать, соединять ручки. И теперь нам нужно сделать обвязку. Для этого мы берем новую нитку. Обвязку начинаю я с внутреннего круга. Будет 3 круга обвязки. Один круг — это вот эта внутренняя часть одной ручки, затем внутреннее пространство другой ручки и верхняя часть обоих ручек. Начинаем вот с этих петелек. Вот здесь у нас 1-2 петельки, которые мы оставили не провязанными. Ставим крючок в первую петельку и провязываем воздушную петлю. Оставляем кончик, придерживаем его и прячем в процессе вязания. В следующую петельку вводим крючок, провязываем столбик без накида. И далее уже у нас идет вот этот ряд, то есть это боковые петли. Здесь мы просто с вами вводим крючок, захватывая целый столбик, самый крайний столбик. И провязываем 2 столбика в одно основание. 1, опять вводим крючок в это же место, провязываем 2, двойной. Теперь вводим крючок в следующий столбик, при этом кончик нити не забывайте придерживать, провязывать внутри петель. И провязываем тоже 2 столбика в одно основание. Продолжаем вязание, вводим крючок в следующий столбик и провязываем 2 петли в одно основание. И так продолжаем вязать полностью по кругу. Захватываем только самые крайние петельки. Вот здесь смотрите, как у нас получается. Вот у нас идет столбик, потом здесь идет такой большой участок непонятный, но это у нас получается междурядье, между рядами. Его мы не провязываем, а вводим крючок вот сюда в следующий столбик. Его провязываем. И так продолжаем вязать полностью по кругу. Мы с вами пройдемся вот так по кругу внутри всей ручки и дойдем до конца. До конца ряда и получается до его же. Соединяем первую последнюю петельку. Ввожу крючок под первую основную петлю между первой и второй галочками. Захватываю петлю, завожу ее на изнаночную сторону. Теперь раскалываю петельку напополам. Одеваю на крючок. И провязываю петельку вперед. Теперь ввожу крючок в следующую петлю, раскалываю ее напополам на 2 части и захватываю только одну полупетельку. И провязываю соединительный столбик. То же самое делаю в следующие петли и так по кругу до конца ряда. Провязываем только за одну полупетельку. У нас здесь получается виден край из предыдущего ряда. И сверху идет еще один ряд. И вот так продолжаем до конца ряда. Закончила. Ниточку надо обрезать в конце. Вытягиваем нитку из петли. Теперь делаем соединение ряда. Ввожу крючок под первую петельку. Захватываю кончик нити, завожу его под эту первую петельку. И нужно вернуть кончик нити в середину последней петельки. Для этого ввожу крючок.
с изнаночной стороны на лицевую в середине последней петли. Вот так. Захватываем нитку, заводим на изнаночную сторону, и у нас красиво закрывается ряд незаметной петелькой. Вот она у нас, эта петелька. Теперь на изнаночной стороне, это получается во втором ряду ручки, с помощью крючков вот так проходим между петлями, захватываем кончик нити, заводим его вдоль ряда. Можно прям подальше, через 3-4 петли. Протягиваем. И теперь нужно вернуть кончик обратно. Для этого делаем обратный ход. Вводим крючок вот так с противоположной стороны. И одну петлю оставляем для того, чтобы закрепить нить. И протягиваем нитку в противоположном направлении. Вот. Теперь кончик нити отрезаем. И все, у нас готово. И также я уже сделала все остальные стороны. У нас получается вот внутренний круг один, вот внутренний круг второй и большой внешний круг, который мы тоже делаем отдельной ниткой. Затем нужно сумочку хорошо отпарить. Вот эти все места, они могут быть немножко неровные. Мы их просто отпариваем горячим утюгом через ткань. Можно через влажную ткань или через сухую ткань паром. И также всю остальную часть сумки тоже можно слегка отпарить. Вот такая у нас получилась большая сумка. Пришивание магнитной кнопочки нам понадобится сама кнопка. Вот такой формы пришивная кнопка, 18 мм диаметр. Нитки желательно такого же цвета, как и пряжа. У меня этот цвет пыльная роза. И иголочка. Берем нашу сумку. Вот здесь у меня линия шва. Вот она идет. Она у меня будет сбоку сумки. А вот это ее серединка. Я прикладываю часть кнопки. Без разницы, где какая будет часть. Сумка, в принципе, не имеет передней или задней стенки. Они одинаковые. И ровно посерединке пришиваю эту кнопочку. Вначале пришиваю одну сторону. Я всегда начинаю пришивать с верхней правой стороны. Буквально 4 стежка делаю. Шнур очень мягкий, поэтому легко прошивается. Делаю стежки в одно и то же место. Затем здесь в толщине нитки перехожу на вторую сторону. Прикладываю кнопку. Продеваю иголку в отверстие. И теперь пришиваю с противоположной стороны. Надо перевернуть сумку. Придерживаю вот так. И пришиваю вторую сторону. Следите здесь за тем, чтобы нитка у вас ложилась ровно, чтобы не было лишних узелков, так как потом они смотрятся неопрятно в изделии. Тоже буквально 4 стежка. Ниточка, кстати, у меня двойная. Не одинарная, а двойная, то есть в 2 сложения. Теперь нижний левый уголок. Пришивать нужно так, чтобы кнопка не шевелилась. Для этого нужно сделать как бы в распорку. Пришивать прям слегка, немножко натягивать в сторону. Все 4 стороны нужно растягивать. Итак, левый нижний уголок пришиваем. Старайтесь пришивать так, чтобы было не насквозь, чтобы с внешней стороны сумки не было видно стежков. И остается еще одна, 4-я сторона, это правый нижний угол. И вот заканчиваем. Делаю последние стежки в последнем отверстии. Затем можно здесь аккуратно прошить через пряжу, сделать тоже несколько стежков.
ниточку отрезаем. Вторую часть кнопочки пришиваем на противоположной стороне. Здесь видите, как плотно держится. Кнопка не болтается. И вторую часть прикладываем на эту сторону и пришиваем точно таким же образом. И вот я пришила кнопочку. Вот так она у нас будет застегиваться на сумке. И вот так она выглядит снаружи. Снаружи ее вообще не видно. Ни с одной, ни с другой стороны. И внутри можно открыть легко, просто потянув ручки в разные стороны. Шить подкладку для сумки. Для этого сумку нужно измерить. Я измерила, ширина у меня 38 сантиметров, высота вот с этой точки и до линии стенки, то есть без донышка, без учета донышка, только прямая линия 27 сантиметров. И отдельно измеряем диаметр круга донышка. У меня получается здесь 21 сантиметр. Теперь сумочку пока откладываем в сторонку, берем ткань, переносим мерки на ткань. Нам понадобится несколько деталей. Вот эта деталь у меня будет стенки сумки. С двух сторон можно сделать две детали по отдельности, две стенки сумки. Но так как у меня была одна длинная ткань, примерно 50 на 70 сантиметров, то у меня получилось вырезать сразу две стенки сумки, чтобы здесь не было лишнего шва. Вырезаю длинную деталь. Получается 38 сантиметров. Вот так. И здесь 1 сантиметр припуск. То есть всего 39 сантиметров. Два раза. Одна сторона 39. И вот эта вторая сторона тоже 39. Далее у меня идет донышко. В нашей студии все ткани идут отрезами 50 на 70 сантиметров. Поэтому донышко не получается скроить целиком круг. Если у вас ткань другая, вы можете, в принципе, скроить целый круг. Я крою круг из двух полукругов. Получается, диаметр круга должен быть 21 сантиметров, плюс припуски с двух сторон. Это получается 23 сантиметра. И плюс еще мне нужно 1 сантиметр припуск оставить вот здесь. То есть чуть-чуть больше у меня получается круг. И когда я пришью эти две детали вместе друг с другом, у меня получится здесь круг ровно 23 сантиметра. Почему 23? Потому что 21 сантиметр это донышко, и 2 сантиметра с двух сторон мы оставляем на припуске. Итого получается 23. И две детальки у меня это будет кармашек. Два кармашка. Ну, то есть это та ткань, которая у меня осталась от отреза. Я решила сделать два кармашка. В принципе, можно уложиться и сделать один кармашек. То есть как вам будет уже удобнее. Для кармашка мы кроим вот эти детальки примерно 18 на 18 сантиметров. Можно чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, это без разницы. Теперь делаем два подгиба сверху по 0,5 сантиметров. Это будет верх кармашка. И слева и справа и снизу по одному сгибу примерно 0,5-0,7 сантиметров. Получается у нас вот такая деталь. Я сделала таких две детали. Теперь первым делом нам нужно отстрочить верх кармана, то есть где у нас две линии изгиба, вот 1 и 2. И теперь нам нужно здесь по краю прострочить, чтобы вот эту сторону закрепить на одном кармане и на другом. Давайте сделаем это и дальше уже будем пришивать карманы к сумочке. Итак, вот я прострочила кармашки. Теперь берем нашу основную большую деталь и будем пришивать два кармана. Вначале складываем ее ровно наполовину, чтобы понять, где у нас стенки сумки. Затем складываем еще раз на половинку, но здесь 1 сантиметр мы отнимаем на припуске. То есть вот так вот 1 сантиметр у нас уходит на припуск. Здесь мы используем только 38 сантиметров. Очерчиваем. И с этой стороны то же самое. Можно расчертить, можно просто сложить. Вот у меня получается линия сгиба, это середина стенки сумки. Теперь здесь на кармашке тоже нужно найти середину. Складываем кармашек в 2 раза.
И прикладываем кармашек серединой на середину стенки сумки. Примерно на высоту где-то 6-7 сантиметров сверху вниз. Здесь у меня, вот видите, маленькие принты, сердечки, поэтому нужно, чтобы здесь рисунок совпадал именно по вертикали, чтобы эти сердечки смотрели вверх. Так, и я прикладываю примерно посередине. Единственное условие, что здесь у вас с противоположной стороны кармашек должен быть на такой же высоте, как и противоположный. Вы сейчас один пришьете, вот, например, на этой высоте. Вот я отмеряю, здесь получается у меня 10 сантиметров. С противоположной стороны кармашек тоже должен на этой же высоте находиться. Но, в принципе, можно сшить и с одним карманом. И теперь с помощью иголочек соединяем эти детали. С 4 сторон. Итак, готово. Закрепила кармашек с 4 сторон. Теперь нужно аккуратно прострочить, сделать строчку слева, внизу, справа, примерно 0,1 сантиметра, то есть 1-2 миллиметра от края внешнего. Затем делаем 0,5 сантиметра, отступаем вглубь кармашка и делаем вторую строчку для того, чтобы прикрыть края ткани. И получается у нас такой кармашек, как в принципе, как на джинсах или как вот шьется обычный накладной карман. Итак, вот я пришила 2 кармашка, один и второй кармашек. Теперь складываю эти 2 детали вместе. Вернее, это одна у меня деталь, складываю ее напополам. Здесь делаю 1 сантиметр припуск и прокладываю строчку. Итак, готово. Вот я прострочила. И теперь у меня получается вот эта большая деталь. Это у меня сама сумка с 2 карманами. Теперь берем донышко. Донышко я тоже прострочила. Сделала строчку 1 сантиметр от края. Потом раскрыла деталь и линию сгиба тоже прострочила, чтобы донышко было ровное. Теперь нам нужно определить ровно 4 стороны донышка. Для этого вот так его складываем на 4 раза. И вот эти линии сгибов очерчиваем мелком. У меня ткань светлая, поэтому я буду использовать темный карандаш. В принципе, вот эти линии можно не очерчивать, они и так понятны. Здесь у нас линии швов. Вот у нас есть 4 стороны на круге. Теперь здесь мы тоже складываем деталь 2 раза. Вот так ровно по линии швов. Вот у меня низ сумки. И здесь тоже отмечаю линии сгибов. Получается тоже 4 отрезка. Теперь берем наше донышко, прикладываем его к основной детали. И все 4 участка по отмеченным линиям соединяем друг с другом. Итак, вот готово. Мы с вами соединили все 4 стороны. И теперь нужно аккуратно по кругу прострочить. Итак, я закончила. Вот у меня получается уже почти готовая подкладка. Вот так присоединяется круг. И теперь нам только остается вот здесь подогнуть и прострочить 1 сантиметр от края. Но предварительно нужно поставить подкладку в сумку. Давайте сделаем это. Проверить еще раз по высоте. Может быть, нужно будет сделать линию сгиба немножко больше, например, там не 1 сантиметр, а 1,5. Иногда бывает в процессе пошива, что где-то что-то лишнее остается или меньше остается, наоборот. Поэтому ставим подкладку в сумку, проверяем по высоте здесь. Так, здесь еще надо ее разровнять. И примерно, да, у меня остается, вот видите, вот здесь 1 сантиметр, даже немножко больше. Можно сделать 2 подгиба.
Я не учла здесь, что у меня кнопочка уже пришита, поэтому здесь до самого края не получится пришить подкладку. Я делаю 2 подгиба, чтобы у меня верхний уровень подкладки оказался ровно под кнопкой. Подгиб делаю 1 сантиметр и еще 1 сантиметр, итого 2 сантиметра. Даже лучше. Чем тверже край, тем еще красивее даже будет край подкладки. И аккуратно нужно прострочить, а затем уже мы будем вручную пришивать подкладку к сумке. Итак, вот готово, прострочила подкладку, верхний край. Теперь вкладываю ее в сумку. Итак, вот я вставила подкладку в сумочку ровно под кнопочкой. Здесь тоже 1 сантиметр сверху отступила, чтобы у нас подкладка по высоте везде была на одинаковом уровне. Иголочками закрепила. И теперь аккуратно прошиваем вручную. Берем нитку, иголку. Закрепляем ниточку. В любом месте, с любого участка можно начать. И вот у нас, где иголочки стоят, то есть у нас на 4 участка мы сумку разделили, равномерно распределили подкладку. Ну, в принципе, она у меня по размеру получилась ровно точно такая же, как вот внутри сумка по размеру. И теперь прошиваем потайными стежками. Делаем вот так через край подкладочки стежок и через столбик. Примерно еще здесь можно ориентироваться на уровень петель, то есть какой это ряд. Здесь у меня получается посередине ряда должно проходить, то есть высота меняться не должна, где-то выше, где-то ниже. Все время на одинаковом уровне должно быть. Это будет один и тот же ряд на протяжении всего прошивания подкладки. И делаем 1 стежок через петельку. Далее 1 потайной стежок через подкладочку и 1 стежочек через петельку. И вот так продолжаем шить. Я прошиваю обычно на 1 раз. Ну, в принципе, можно прошить на 2 раза, если вы хотите, чтобы было все надежно и хорошо, плотно держалась подкладка в сумке. На 1 раз, в принципе, достаточно. Можно даже сразу, когда приноровитесь, можно делать сразу 2 стежка. 1 стежок через подкладочку и сразу 1 стежочек через петельку. И так прошиваем полностью по кругу, по участкам. Вначале 1 участок, 2, 3, 4 по кругу и приходим на это же место. Пришивать подкладку, и вот так сумочка выглядит изнутри. Стежков почти не видно, потому что мы использовали потайной шов и держится достаточно прочно. Подкладка ровно по размеру сумки подходит и по высоте, и по ширине. Вот такие кармашки у нас с 2 сторон. Сумочка наша готова. Вот такая сумка у нас получилась.